Нитью красного цвета набираю обычным способом 11 петель плюс 2 краевые. Всего 13. Первый ряд. 5 лицевых. Одна изнаночная. 5 лицевых. Работу повернула. Второй ряд. Это лицевая сторона слитков. 5 лицевых. Накид. Одна лицевая. Накид. 5 лицевых. Работу повернула. Третий ряд, изнаночный ряд. 5 лицевых. Три изнаночные. В нечетных рядах накиды провязываю изнаночными петлями. 5 лицевых. Теперь буду вязать четвертый лицевой ряд. 5 лицевых. Накид. 3 лицевые. Накид. 5 лицевых. Пятый ряд. Нечетные ряды вяжу по рисунку. Платочные петли вяжу платочные. Платочные петли – это и в лицевом, и в изнаночном ряду они лицевые. Накиды провязываю изнаночными петлями. Шестой ряд. 5 лицевых. Накид. 5 лицевых. Накид и 5 лицевых. Вяжу так до тех пор, пока на спице не будет 23 петли. По 5 петель по бокам и 11 петель серединка, плюс 2 краевые.
На спице у меня 23 петли. Провяжу еще один изнаночный ряд. 5 лицевых. Одиннадцать изнаночных. В изнаночных рядах петли не добавляла. Провязывала накиды изнаночными петлями. Пять лицевых. Всего провязала от начала вязания 11 рядов. Добавила 10 петель, по 2 петли в каждом лицевом ряду. Раз, два, три, четыре, пять. Должно быть 5 дырочек. Подключаю в работу синюю нить. Мне для вязания надо 2 конца нити с одной и другой стороны вязания. Первый ряд синий цвет. Первый провязываю лицевой. Не снимаю, потому что ввожу в работу новый цвет нити. 5 лицевых. Красным цветом. Делаю небольшую протяжку на 5 петель, чтобы не обрезать нить. И вяжу так. 5 лицевых. Накид. 1 лицевая. Накид. 5 лицевых. Синим цветом вяжу с нового мотка. Нитки двух цветов перекрещиваю на изнаночной стороне, чтобы не было дырочек. 5 лицевых. Если меняю цвет, то новая нить всегда поверх старой. Последняя петля изнаночная. В работе у меня 3 клубка ниток. 2 синих и 1 красный. Вяжу по рисунку. По 5 петель с двух сторон вяжу синим цветом лицевыми петлями. Это платочная вязка. Красным цветом вяжу серединку. 5 изнаночных. Накиды, которые делаю в предыдущем ряду, вяжу изнаночными петлями. И еще 5 изнаночных. Свободные концы нити завязываю временно на один узелок. Потом буду прятать их в теле вязания. Время от времени нити надо раскручивать, чтобы они сильно не закрутились, так как при смене цвета мы их перекрещиваем. Третий ряд. Синий цвет. Первую петлю снимаю. 5 лицевых.
Красный цвет. 5 лицевых. Накид. 3 лицевые. Накид. 5 лицевых. Опять синий. Пять лицевых. Последняя петля изнаночная. Так прибавляю по одной петле с двух сторон, пока на спице не будет 31 петля плюс 2 краевые. Надо опять, как и первый раз, добавить 10 петель, по 2 петли в каждом лицевом ряду. Провязав 10 рядов, на спице должно быть по 5 петель по бокам, а посередине между дырочками 11 петель. В дальнейшем вязании также должно быть между дырочками в серединке 11 петель, как и в первом раппорте, а также 5 дырочек, как в первый раз. Закончить вязание надо опять-таки на изнаночной стороне. При смене цвета ниточки подтягиваю, чтобы не было отверстия. На спице у меня 31 петля плюс 2 краевые. Буду вязать третий раппорт, и в нем прибавить тоже надо 10 петель. Первый ряд вяжу синим цветом. Одну петлю снимаю, 10 лицевых. Красным делаю протяжку на 5 петель, нет смысла нитку обрезать. 5 лицевых. Накид. 1 лицевая. Накид. 5 лицевых. Перетягиваю синюю нить, перекручиваю ее с красной и вяжу 10 лицевых петель.
изнаночная краевая. Четные ряды вяжу по рисунку по 10 лицевых петель с двух сторон синим цветом, платочной вязкой. Красным цветом в серединку все изнаночные петли. Расправляю нитки после каждого ряда. Не жду, когда они сильно запутаются. Могу их расправить и в течение вязания одного ряда. Прибавляю по одной петле с двух сторон до тех пор, пока на спице не будет 43 петли. По 10 петель по бокам и 21 петля посередине. Надо провязать 10 рядов. Также будет 5 дырочек. На спице у меня 43 петли. Начинаю вязать новый раппорт. Первый ряд синим цветом. 15 лицевых петель. Платочная вязка. На изнаночной лицевой стороне вяжу лицевыми петлями. Перетягиваю красную нить поверх синей и вяжу красным 5 лицевых петель. Накид 1 лицевая, накид 5 лицевых. Затем протягиваю через 5 петель синюю нить, перекручиваю ее с красной и вяжу синим цветом 15 лицевых петель. Второй изнаночный ряд. Четные ряды вяжу по рисунку. По 15 лицевых петель с двух сторон вяжу синим цветом, платочной вязкой. Красным цветом вяжу серединку изнаночными петлями. Накиды также провязываю изнаночными петлями. Серединка всегда 21 петля. Добавляю только по 5 петель по бокам.
Третий лицевой ряд. Синим цветом вяжу 15 лицевых петель. Платочная вязка. Красным цветом провязываю 5 лицевых петель. Накид, 3 лицевые петли. Накид и 5 лицевых петель. Синим опять 15 лицевых петель. Четные ряды вяжу по рисунку. Должно получиться 51 петля плюс 2 краевые петли. Надо провязать 10 рядов. Провязала все 10 рядов. Теперь буду вязать мысок. Оставила только одну нить с правой стороны. Количество петель надо разделить на 3. Мысок буду вязать на средних 11 петлях. Провязываю синей нитью 21 петлю с кромочной лицевыми петлями. Также провязываю лицевыми 10 центральных петель мыска. Одиннадцатую петлю провязываю лицевой вместе с боковой петлей. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. Первую кромочную снимаю. Вяжу 9 изнаночных петель. С кромочной это будет 10. Последнюю петлю, это 11-ю петлю мыска, провязываю вместе изнаночной с боковой петлей. Работу поворачиваю на лицевую сторону. Первая петля кромочная, снимаю ее, потом 9 лицевых. Одиннадцатую петлю и первую петлю боковой части провязываю вместе лицевой петлей. Повернула вязание и вяжу теперь изнаночный ряд, как вязала раньше. Таким образом формируется мысок. Между последней 11-й петлей мыска и первой боковой есть промежуток, поэтому сделать ошибку невозможно. На спицах должно остаться 11 петель. Вяжу до тех пор, пока не закончатся боковые петли. Нить отрезаю. Теперь буду вязать боковые части следка. Вяжу вместе с подошвой.
Набираю с лицевой стороны слитков с одного бока 17 петель на дополнительную чулочную спицу, такого же размера, как и вязала. Это четверка. Набираю их с кромочных. Дошла до подошвы. На подошве провязываю лицевыми петлями на чулочную спицу 11 петель, которые там были. Круговая спица освободилась, поэтому на нее с другой стороны также набираю 17 петель. Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Беру свободную круговую спицу, первую петлю снимаю, потом 16 петель лицевыми. Довязала до подошвы. Подошву буду вязать чулочной вязкой. Провязываю на круговые спицы с чулочной спицы 11 изнаночных петель. На изнаночной стороне петли подошвы вяжу изнаночными петлями. Провязываю лицевыми боковые 16 петель. Последняя петля краевая. Провязываю ее изнаночной. Повернула вязание на лицевую сторону. Первую петлю снимаю. 16 петель лицевыми платочной вязкой. Одиннадцать петель подошвы также вяжу лицевыми. Это будет чулочная гладь. Потом 16 петель провязываю платочной вязкой лицевыми. Последняя 17-я петля краевая, изнаночная. Поворачиваю вязание на изнаночную сторону. Первую снимаю, 16 петель лицевые платочной вязкой. Одиннадцать петель изнаночными, чулочная гладь. Потом опять 16 лицевых петель. На спицах должно быть 45 петель. Так вяжу до пятки. Надо провязать 39 рядов.
Закончить вязание обязательно на изнаночной стороне. Желательно делать примерку. Провязала 39 изнаночный ряд. Должно быть 10 сантиметров от начала вязания. Теперь буду формировать пятку. На спицах 45 петель. Поделю их на 3 части. 17, 11 и 17. На пятку выделяю 11 петель. Провязываю 17 лицевых петель до начала пятки. Пятку вяжу на средних 11 петлях, захватывая боковые по одной петли. Теперь буду вязать 10 лицевых петель пяточных. Последнюю 11 петлю провязываю лицевой вместе с первой петлей боковой части. Вязание повернула. Изнаночная сторона. Первую петлю снимаю. 9 изнаночных петель. С кромочной это будет 10. Одиннадцатую петлю провязываю вместе изнаночной с первой боковой петлей. Провязала уже немного пятки. Первую петлю сняла, потом 9 лицевых. Сейчас вяжу лицевую сторону. Последнюю петлю провязываю лицевой с первой боковой. Принцип такой, как вязала мысок. На изнаночной стороне вяжу изнаночные петли. Две петли вместе изнаночной. Таким образом вяжу, пока на боках с двух сторон не останется по 3 петли. Закончила вязать изнаночный ряд. Последний лицевой ряд вяжу так. Сначала вяжу лицевые петли пятки, но не довязывая до конца одну петлю. В конце ряда провязываю вместе лицевой за заднюю стенку 11 петлю и 3 петли с боковой части, которые остались. 4 петли вместе. Вязание поворачиваю, вяжу изнаночными петлями, не довязывая одну петлю пятки. Провязываю вместе 11 петлю пятки и 3 петли боковушки изнаночной петлей. На спице у меня осталось 11 петель. Первую петлю снимаю, следующую провязываю и протягиваю первую через провязанную. Следующую опять провязываю, ранее провязанную протягиваю через вновь провязанную. Так продолжаю до конца ряда. В конце ряда остается одна петля. Я ее не затягиваю так, как обычно, а делаю большой, так как буду делать набор петель по периметру тапочек. Обвязывать слитки я буду на 5 спицах. Маркерами
отметила начало каждой из 4 спиц, на которые буду набирать петли. Беру чулочные спицы, немного меньше, чем вязала, 3,5. Набирать буду 60 петель. 60 петель разделить на 4 спицы будет по 15 петель на каждой спице. Но можно вязать и на круговых спицах. Мне комфортнее на 5. Первая петля, которая у нас осталась, относится к пятке. Поэтому на первую чулочную спицу набираю 16 петель вместо 15. Далее на вторую и третью по 15 петель. На четвертую спицу набрала 14 петель. Первую петлю с первой спицы перебросила на четвертую, потому что это петля пятки. Всего 60 петель, по 15 петель на каждую спицу. Рельефный узор в резинку. Первый ряд. Первая спица. 1 изнаночная, 5 лицевых. 1 изнаночная, 5 лицевых. 1 изнаночная, 2 лицевые. Всего 15 петель. Вторая спица. 3 лицевые. 1 изнаночная. 5 лицевых. 1 изнаночная. 5 лицевых. 15 петель. Третья спица, как первая. 1 изнаночная, 5 лицевых. 1 изнаночная, 5 лицевых. 1 изнаночная, 2 лицевые. 15 петель. Четвертая спица, как вторая. 3 лицевые, 1 изнаночная. 5 лицевых. 1 изнаночная. 5 лицевых. Провязала 15 петель. Второй ряд.
Маркером отметила начало вязания. Первая спица, 2 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая. Вторая спица, 2 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная. Третья спица. Вяжу как на первой. 2 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 1 лицевая. Четвертая спица. Вяжу как на второй. 2 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 1 изнаночная. Узор повторяю с первого ряда. Так вяжу 12 рядов. Закончила на 4-м ряде узор. Лицевые петли вязала за передние стенки. Петли буду закрывать эластичным методом. Ссылка на эластичный метод закрытия петель будет в описании к этому видео. Для закрытия эластичным методом беру спицы, которые тоньше, чем я вязала. Первая петля у меня изнаночная. Провязываю эту петлю изнаночной. Потом делаю накид от себя. Провязываю следующую петлю изнаночную. Перекидываю через провязанную последнюю петлю в начале накид с правой спицы, а потом петлю, которая там была провязанная раньше. На спице 1 петля. Теперь буду закрывать лицевые петли. Делаю накид на себя. Вяжу следующую лицевую петлю и перекидываю через провязанную петлю в начале накид, а потом ранее провязанную петлю. Таким образом закрываю по кругу все петли на 4 спицах.